Здравствуйте, добро пожаловать на наш канал. Меня зовут Райнхард. Сегодня мы поговорим с вами о том, как лучше всего укрыть розы на зиму. Этот способ, о котором мы сегодня будем говорить, является достаточно эффективным способом. Он уже на протяжении многих лет применяется многими розоводами. Зарекомендовал себя достаточно с хорошей стороны. Укрывая розу таким способом, мы получаем хороший результат весной. Очень высокий процент перезимовавших роз, отпада практически никакого нет. Способ является достаточно простым, позволяет укрыть сразу большое количество роз единовременно. Ну и при этом является также очень легким, то есть такой способ под силу каждому. А вот что хочу сказать сразу, что в принципе последние годы я розы рано никогда не укрываю, то есть вот как раньше я этим занимался в конце октября, начале ноября, больше я этого не делаю. Теперь я розы уже накрываю в достаточно поздний период. У нас сейчас 6 декабря. Были уже ночные заморозки и минус 4, и минус 5 градусов. Как вы видите, на розах это никак не отразилось. Дело в том, что у меня в коллекции 70% роз — это чайно-гибридные розы, да, которые являются вот такими аристократками, при этом еще и неженками. Но даже и на них вот эти вот морозы никак не повлияли. Видите, что побеги остались зелеными, никаких морозобоин на них не появилось, никаких почернений на них тоже нет. Соответственно, вот такие морозы даже для чайно-гибридных роз не страшны. Розы, те, которые относятся к другим садовым группам, это флорибунда, это грандифлора, это и плетистые и так далее, для них, в принципе, они способны выдерживать морозы и до минус 8 градусов. То есть они вот такие вот понижения температуры, в принципе, переносят безболезненно. Розы мы будем укрывать при помощи спанбонда, который расположен на таких вот металлических дугах. Значит, что мы делаем с розами непосредственно перед укрытием, какие мероприятия необходимо произвести. Значит, розы перед укрытием вот таким вот способом их необходимо обрезать. Как мы розу обрезаем? Ну, в принципе, основная обрезка роз производится весной. Мы той обрезкой формируем и куст, и, соответственно, уже и омолаживающую обрезку мы также делаем весной. Осенью, ну, просто вот обрежьте именно на высоту укрытия. Многие советуют обрезать розы уже осенью на внешнюю почку, да, чтобы именно вот на эту, которая смотрит наружу, чтобы как бы уже начать тем самым формировать на куст. Я, честно говоря, вот на это внимание обращаю мало, я просто обрезаю их вот непосредственно на высоту укрытия, а весной уже там как раз таки мы проводим основную корректирующую обрезку. Розы чайно-гибридные, розы флорибунда, роза грандифлора мы с вами обрезаем на высоту укрытия. Что это значит? Ну, не вплоть до вот этой самой дуги, да, которая будет держать наше укрытие, сантиметров на 7-10 пониже. Розы, относящиеся к плетистым розам, мы не обрезаем в принципе. Мы их плети стараемся пригнуть к земле и зафиксировать какой-то металлической скобой, да, чтобы они держались, чтобы они не поднимались. И таким образом эти плети будут находиться опять-таки вот под этим же укрытием, вот в этом вот туннеле. Розы, относящиеся к шрабам, там делается все очень просто. Все, что пригибается, мы пригибаем к земле также по подобию плетистых роз. Все, что не пригибается, мы тоже обрезаем на высоту укрытия. Почвопокровные розы, соответственно, в принципе, обрезать не надо, там все также при помощи вот такой вот каркасной системы все укрывается спанбондом. Следующий момент, который нужно сделать, это обработка роз препаратами, фунгицидами, которые позволят нам побороть значительное количество патогенных организмов, которые паразитировали на розах в этом году. Какие препараты мы с вами можем использовать? Это может быть хом, это может быть оксихом, это может быть ардан, это может быть хорус. Также это может быть известный всем медный купорос, 1% раствор. Медный купорос, если вы разводите, то лучше всего его разводить в горячей или теплой воде, помешивая чем-то, да, в какой-то небольшой емкости. Так он растворяется намного лучше и быстрее. И потом, после того, как вы его растворили в какой-то емкости, просто переливаете вот такой вот опрыскиватель, да, и при помощи вот этого опрыскивателя, я это сейчас делать не буду, у меня уже розы обработаны, вы обрабатываете ваши розы тем или иным препаратом. Сначала сами кусты, и также старайтесь в какой-то степени обработать почву вокруг них, да, потому что там содержится тоже вот биомасса, которая содержит вредные организмы на себе. Теперь еще один момент – это листья. Существует два противоречивых мнения. Одни говорят о том, что листья нужно удалять, другие говорят, что листья можно не удалять, что розы могут уходить в зиму с листьями. Честно говоря, правы и те, и другие. Но единственное, что отмечу, что если розы ваши за вегетационный период чем-то болели, то, конечно, под укрытие с больными листьями розы лучше не отправлять, потому что весной мы получим от этого не очень хорошую картину. Если розы были здоровыми, то, в принципе, по каким-то причинам, если у вас не хватило времени или просто не было возможности удалить листья, розы можно укрыть листьями. Они у вас за зиму там
опадут, и уже весной грабельками их можно будет аккуратно собрать и удалить. Это в том случае, если листья на розе здоровы. Честно говоря, удалять листья с розы — это очень-очень долго и достаточно трудозатратный процесс. Вот обратите внимание, у меня рядом со мной находится вот высокая роза плетистая. Представьте, вот если бы мне с нее пришлось удалять все листья, да, сколько бы времени и сил у меня бы на это ушло. Вот укрытие роз в поздние сроки, как раз-таки, оно позволяет вот об этом вопросе так сильно не задумываться. Дело в том, что многочисленные заморозки, которые вот у нас уже к 6 декабря произошли, они позволили листьям осыпаться самим, да, охваченные вот этим самым небольшим морозом, да, листья, в принципе, со всех кустов, они сами попадали. Вот я с этой розы не убрал ни одного листа из того многочисленного количества, что здесь имелось, да, я не убрал ни одного. Остались только вот эти плоды, но ничего страшного, они мне особо здесь не помешают. То же самое касается и вот этих роз. Большинство листьев с них слетело само. Единственное, что остались какие-то, может быть, молодые листочки на вершине, но поскольку все эти вершины, да, перед укрытием я пообрезал, соответственно, эти листья у меня с этими вершинами тоже и удалились. Поэтому, в принципе, могу сказать, что никакие листья я с роз не удалял, они облетели все сами. Это мне вот очень помогло. Поэтому я вот люблю укрывать розы достаточно в поздние сроки. Ну, опять-таки, конечно, чтобы выбрать срок для укрытия роз, нужно руководствоваться прогнозами погоды, да, там за этим нужно внимательно следить, чтобы не сделать это либо рано, либо слишком поздно. И обязательно не забудьте из-под роз убрать всю вот эту опавшую биомассу, если у вас листья опали и все остальное, да, то есть вот такие маленькие грабельки какие-нибудь взяли, может быть, какую-то тяпочку, и все вот это вот так аккуратненько оттуда выгребайте, чтобы там ничего не оставалось, чтобы оставалась только чисто вот эта вот земля. То же самое касается и удаления мульчи текущего года, потому что в мульче также могут остаться какие-то вредоносные микроорганизмы, да, соответственно, все вместе с мульчей и с опавшими листьями, да, нам вот это все желательно, конечно, удалить, ничего на них не оставляя. Следующий момент еще, кстати, хотел добавить по поводу обрезки побегов. Если у вас какая-то часть побега, в данном случае здесь не показать нигде, все выглядит достаточно здорово. Если у вас какая-то часть побега вот была чем-то поражена, вот у меня, допустим, в этом году на розы, из-за того, что вторая половина лета у нас в Санкт-Петербурге была достаточно холодная и дождливая, вот у меня на розах на многих кустах наблюдалась ложная мучнистая роса, которая на побегах проявляется вот такими вот красными крапинками. Соответственно, я старался все вот такие зараженные места побегов, да, я их старался обрезать до здоровой ткани. При срезе до здоровой ткани вот на розе должно быть чисто вот на срезе вот такой вот белый цвет, да, ничего коричневого, ничего черного быть не должно, чисто вот такой вот белый цвет. И, наконец-таки, последней очень хорошей рекомендацией в обработке роз перед укрытием является рассыпка золы вокруг кустов. Достаточно просто взять где-то вот горсть золы и вот так вот вокруг куста ее посыпать, вокруг каждого куста. После чего уже, после вот такой вот обработки, уже можно непосредственно переступать к самому укрытию. Так, я вот сейчас вот розы золой вот так все засыплю, и мы их укроем. Теперь вот еще несколько слов о подготовительных работах, вот о том, когда следует лучше всего установить вот эти дуги, которые служат каркасом для нашего укрытия. Я устанавливал дуги где-то примерно недели 2 назад, то есть это было 20 ноября. Дело в том, что у нас сейчас почва немножечко прихвачена морозом, да, и устанавливать дуги в такую почву было бы трудно. Поэтому вот лучше всего заняться установкой этих дуг тогда, когда еще почва нисколько не замерзла, то есть, соответственно, несколько заранее. Опять-таки, при этом лучше всего руководствоваться прогнозами погоды. И еще по поводу вот этой вот обработки роз фунгицидами. Я эту обработку тоже производил где-то неделю назад, да, для того, чтобы сейчас все не делать в один день. То есть это, в принципе, допускается. Главное, единственное, следить за тем, чтобы при проведении вот этой вот обработки фунгицидами, чтобы обязательно погода была сухая, чтобы ни в коем случае не шли никакие атмосферные осадки, потому что осадками вся эта ваша обработка, она просто-напросто смоется. Вот это имейте в виду. Итак, теперь вот после того, когда мы подготовили розы уже непосредственно к укрытию, мы сейчас при помощи помощника все вот это вот накроем спанбондом и закрепим его как следует. Итак, вот мы укрыли один из розариев спанбондом. Какой спанбонд годится для укрытия роз в наших климатических условиях? Это спанбонд толщиной 60 единиц. Таким спанбондом мы укрываем розы в 2 слоя. Значит, какой здесь есть момент? Спанбонд в магазинах продается, как правило, шириной куска 3 метра, там чуть побольше, и длиной 10 метров. Вот по поводу этой ширины 3 метра. Если ширина вашего розария позволяет
сложить этот кусок спанбонда 3,2 метра пополам, то есть у вас будет, получается, он станет шириной 1,5 метра, и укрыть его вот таким вот двойным слоем, то, пожалуйста, укрывайте. Мне приходится укрывать просто двумя отдельными кусками спанбонда. Да, вот если я складываю его пополам, у меня не хватает всей длины для того, чтобы дотянуть спанбонд до земли и уже надежно прикрепить его чем-то к земле. После того, как мы положили спанбонд на наши дуги, нам необходимо обязательно его надежно укрепить. Вот в данном случае я использовал кирпич. Обратите внимание, что здесь вот у меня 7 кирпичей, да, и может быть даже я положу еще сюда, для того, чтобы ни в коем случае, пока нету снега, этот спанбонд ветром не снесло. Очень хорошей рекомендацией в данном случае является прикрепление спанбонда вот к этим вот самым дугам, каркасным дугам, вот, канцелярскими черными скрепками. Такие скрепки, они в принципе дорогие, да, достаточно, их достать трудно, но тем не менее, кто имеет возможность, да, приобрести их в большом количестве или в принципе у кого они уже накопились каким-то образом, то вот такие скрепки очень хорошо использовать для прикрепления спанбонда вот к этим вот каркасным дугам. При прикреплении его таким образом он ни от какого ветра не улетит, поэтому вот это вот дополнительный крепеж будет очень-очень хорошим гарантийным средством являться в этом отношении. Помимо кирпичей, чем еще можно прикрепить спанбонд? Можно также, в принципе, положить доску на землю, да, и доску несколько намотать спанбонд на эту доску, да, и таким образом оставить. Сверху еще положить 2 кирпича для устойчивости. Это возможно. Можно использовать также какие-то металлические трубы вместо кирпичей, да, опять-таки спанбонд, сам край немножечко намотать на трубу, вот, да, на эту, и также положить ее вдоль розария, да, и она также будет надежно держать спанбонд, и для того, чтобы он ни в коем случае не улетел от ветра. А теперь еще хотел обратить внимание на вопрос об установке дуг. Вот поскольку я изначально сказал, что я для этого укрытия в принципе не хочу тратить немного усилий, немного средств, ничего остального, я использую обычные вот такие вот металлические дуги, да. В прошлом они служили дугами для парника. Можно использовать в принципе и вот такие вот зеленые новые дуги, да, они такие же для парников продаются. Здесь не важно, какие дуги вы используете. Эти дуги, они у меня не очень толстые, поэтому посмотрите внимание на тот шаг, с которым я их размещаю. Это где-то порядка 30 сантиметров, 25-30 сантиметров. Для чего так часто? Для того, чтобы они хорошо могли воспринимать нагрузку, с которой будет на них давить вот снежный покров. Мы не знаем, какая толщина снежного покрова будет. Она может быть толстая, она может быть не толстая, да? Соответственно, чтобы ни в коем случае эти дуги не прогнулись, чтобы они смогли на себе держать достаточно большой вес, я вот установил их достаточно часто. И также для устойчивости, для того, чтобы наш с вами спанбонд не прогнулся за счет тяжести снега туда, можно вот также дополнительно вдоль розария натянуть вот на эти дуги вот какую-нибудь такую вот веревочку. Обязательно на вершину такую хребтовую веревку, да, натянуть. Можно также еще несколько дополнительно веревочек вот таких вот по бокам притянуть. Это тоже допускается, да, дополнительная устойчивость тогда в таком случае укрывного материала уже будет обеспечена лучшим образом. А теперь вот пару слов еще о некоторых особенностях вот этого укрывного материала спанбонд. Ну, наверное, многие знают, может быть, кто-то до сих пор еще не знает о такой особенности. У спанбонда есть две стороны. Одна из них такая шершавая, другая более глянцевая. Так вот, когда мы укрываем розы, нужно вот такой вот глянцевой стороной как раз-таки обязательно эту сторону положить наружу. Дело в том, что эта сторона предотвращает проникновение каких-либо атмосферных осадков туда, внутрь розария. То есть влага, если попадает на эту сторону, она пропитана специальным веществом, да, она кабельками скатывается вниз. Соответственно, такое укрытие спанбондным подугом можно, в принципе, оправданно приравнять к воздушно-сухому укрытию. Вот многие с этим не соглашаются, но тем не менее, в принципе, так оно и есть. Влага туда в основном никакая не попадает, что касается именно атмосферных осадков. Поэтому розы наши находятся там в тепле и достаточно в сухой обстановке. Почему же все-таки это укрытие можно назвать воздушно-сухим? Дело все в том, что вот тот воздух, который находится у нас в этом тоннеле, он является относительно теплым, да? Спанбонд сохраняет вот то тепло при наличии снежного покрова, разумеется, да, который находится на нем обязательно. Вот то тепло, которое исходит от земли, да, оно нагревает как бы немножечко вот этот вот воздух, и таким образом наши розы находятся вот в такой вот относительно теплой камере. Конечно, основная функция спанбонда — это снегозадержание. Дело в том, что лучшее укрытие, о котором изначально уже позаботилась сама природа, это снег. И вот спанбонд, как бы обладая такими хорошими снегозадерживающими свойствами, да, он этот снег на себя будет задерживать. Снег будет на него ложиться и
такой вот и вот этот вот наш туннель будет им покрываться. Соответственно, как раз-таки снег, он и будет греть вот те наши розы, которые находятся там. Если, конечно, зима бесснежная и стоит мороз минус 20, спанбонд от такого мороза, он розы не убережет. Обязательно будут какие-то последствия от этого. Ну, такие зимы, как правило, случаются редко. В основном всегда какой-то снежный покров выпадает, да, и, соответственно, наши розы находятся в тепле. Но при этом очень хорошее свойство спанбонда – это то, что он смягчает перепад температур. Да, допустим, если ночью температура у нас опускается до минус 9, снега при этом нет, да, а днем она поднимается до минус 2, то вот такое колебание температуры там внутри розария, оно будет намного меньше, что скажется благоприятно на наших розах. Они не пострадают так сильно от этого, чем нежели если бы они не были ничем накрыты. И второй момент, то, что спанбонд также, если он очень надежно, вот как я уже говорю, прикреплен к земле, да, какими-то теми или иными средствами, он также спасает розы от холодных и сушающих ветров, которые дуют с севера. То есть розы, находящиеся вот в этой камере, более или менее от таких вот неблагоприятных зимних условий, они защищены. Теперь еще очень важный момент, о котором нужно упомянуть в теме укрытия о розах, это вот что делать с этими торцами. Дело все в том, что весной, рано весной, еще в конце марта, в начале апреля, зачастую бывает так, что, ну, исключением является прошлая зима, когда снега в принципе не было, зачастую бывает так, что снег на вершине нашего укрытия растаял, а с боков и снизу он еще лежит. И при этом не предоставляется возможным сделать какие-то вот отверстия для того, чтобы обеспечить вентиляцию внутри нашего укрытия, да, чтобы там не образовывалась достаточно высокая температура относительно той температуры, которая стоит извне. Вот что для этого можно сделать? Вот снизу спанбонд мы также вот на торце прикрываем кирпичиками, оставляем вот такое вот отверстие. И что с этим отверстием? Мне оно сейчас больше не нужно. Я сейчас уже розу укрываю основательно. У нас на следующей неделе будет уже, в принципе, минус. Я вот это отверстие сейчас вот так вот скручу и вот так вот зафиксирую проволокой, обычной алюминиевой проволокой, и все. Вот проволоку здесь немножко перевяжу, и все. Вот такой вот комочек у меня будет, но ничего страшного. Как видите, здесь все закрыто, да? А для чего я это делаю? Для того, что весной, когда еще будет внизу лежать снег, спанбонд будет примерзшим к земле, его будет не оттянуть от земли никаким образом, не завернуть так, чтобы образовать какой-то вентиляционный ход. А вот эту проволоку очень легко будет снять весной, вот так вот. И опять-таки вот немножечко закатать края, и вот этот вот вентиляционный ход у нас откроется. Весной вот эти вот края можно обычными бельевыми прищепками вот так вот прищепнуть, и в принципе отверстие для вентиляции вот оставить. То есть вот такой вот способ он существует. Еще также многие розоводы, конкретно сами торцы, да, с двух сторон этого туннеля, они просто бывает иногда накрывают чем-то другим, который каким-то другим куском спанбонда или мешковиной, или мешком из-под сахара, который просто прикрепляют вот к этой вот крайней дуге, опять-таки какими-то либо канцелярскими скрепками, либо той же самой проволокой, чтобы потом весной конкретно вот так вот именно этот кусок снять, и чтобы открылся вентиляционный проход. То есть вот об этом имейте в виду. Либо вы вот так вот заматываете, либо вы просто используете здесь какой-то отдельный кусок укрывного материала, который весной можно будет уже безболезненно приоткрыть и обеспечить доступ воздуха к нашим розам. И так, как вы видите, укрытие является достаточно простым в сооружении. Ничего вот больше здесь уже класть не надо. Все, вот самое главное — это уложить спанбонд в 2 слоя на эти дуги, установить дуги так, чтобы они ни в коем случае не прогнулись от снега вниз, да, прикрепить спанбонд так, чтобы ни в коем случае его не сдуло сильным ветром, потому что вот по опыту прошлой зимы можно сказать о том, что снега не было, но ветра были очень сильные. И если бы спанбонд не был надежно прикреплен к земле, его спокойно могло бы ветром сдуть и куда-то вообще унести на другой конец участка. То есть о надежном укреплении спанбонда обязательно нужно помнить. И все, больше с этим делать ничего не нужно. Так у нас все это остается до того периода, до весны, где-то до середины апреля, до тех пор, пока мы уже это не будем все приоткрывать, и пока мы не снимем это укрытие окончательно. Дополнительно никакая окучка роз здесь не нужна, никакое укрытие лапником роз, соответственно, тоже не нужно. Скажу пару слов об окучке. Дело в том, что после того, как я стал применять вот такой вот способ укрытия роз, я никакую окучку уже не практикую. Я это делал только первые 2-3 года по неопытности, я розы окучивал. Но что хочу сказать.
Даже если вы установите над розами какую-то пленку, чтобы вот эта вот ваша окученная роза не намокала, у нас влага поступает не только от атмосферных осадков, у нас еще влага поступает из воздуха. И ваша земля, которую вы окучили розы, она просто-напросто вот эту вот воздушную влагу впитает, и также все это может смерзнуться. И у вас получится так, что роза вот в таком вот ледяном коконе будет находиться. Как это повлияет на розу, сказать трудно. Из года в год получаются разные картина. Может какой-то год это все перезимовать нормально, в какой-то год кора может треснуть, подопреть. То есть окучкой можно нанести больший вред, чем нежели пользу. И потом, опять-таки, рекомендуется окучивать розы сухой землей. А где вы столько сухой земли возьмете? У меня вот, допустим, 110 кустов роз. Где мне на 110 кустов роз взять столько земли? Это слишком затратно и слишком трудоемкое. Вот это намного проще. Укрытие розпанбондом. И следующий момент, это достаточно старый способ укрытия роз лапником, да. Опять-таки, он достаточно уже, этот способ устарел после того, как появились вот такие укрывные нетканные материалы, потому что для того, чтобы укрыть розы лапником, это нужно очень много лапника, брать его совершенно негде. Леса нам наши нужно беречь, резать там его не нужно, потому что если все начнут его резать вокруг, у нас и от лесов-то в принципе ничего не останется. Поэтому и еще хочу сказать по поводу лапника, что даже несмотря на то, что мы его вот накладываем на розы в достаточно в большом количестве, очень много по весне все равно остается черных обмерзших побегов после лапника. То есть под спанбондом каких-то неблагоприятных последствий наблюдается по минимуму в сравнении вот с такими укрытиями, как при использовании лапника и окучки землей. Поэтому еще раз повторю, что укрывая розы таким способом, вам уже не нужно дополнительно их не окучивать, ни чем-то еще укрывать. То есть, в принципе, дополнительно на этот спанбонд сверху ничего даже укладывать уже не нужно. Да, вот многие говорят, что можно пленку положить для того, чтобы защитить первое время до зимы от осадков. Вот этот вот специальный пропитанный слой спанбонда, он в принципе эту работу и сделает. То есть не надо его ничем сверху накрывать. Влага, в принципе, почти вся, она скатится вниз, ничего туда внутрь не проникнет. Пожалуйста, кто еще не знает, кто еще не знаком с этим способом, укрывайте розы вот таким вот образом. Это избавит вас от многих трудностей и многих материальных затрат, связанных с укрытием роз. Этот способ позволяет укрыть розы в большом количестве, как видите, да, посаженные розы в розарии, один кусок спанбонда, и все достаточно. Все прекрасно накрыто. Благодарю всех за внимание. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Если видео было для вас полезным, ставьте лайки, делитесь со своими друзьями. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.